Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Чем больше мы шьем из лоскутков, тем больше их становится. Они размножаются путем деления. Отрежем им все, чтоб не размножались. Здесь хлопковые ткани и кусочки ватина. Режем мелко, чтобы было легче все перемешать и разложить тонким слоем. В качестве основы возьмем кусок марли. Весь текстильный мусор распределим равномерно и свернем марлево-мусорный конвертик. Следующий шаг. Все тщательно проутюжим, пропарим утюгом. Это облегчит дальнейшую работу. Заготовки прошьем, простегаем на швейной машинке. Сначала по периметру, затем и внутри, по всей поверхности. Девочки, вы же знаете, что я постоянно отслеживаю новые интересные ткани и пополняю свои запасы. В этот раз в интернет-магазине «Любимый Василек» нашла очень красивый полулен. Это идеальная ткань для летних нарядов в стиле бохо. Название ткани «Бамбук» и «Миниатюрные розы». А вот это очень красивая бежевая ткань, хлопок, волны, а синяя – это хлопок головоломка, оригинальная расцветка. Кстати, это новинки. А мои девочки углядели себе наряды. Простые летние маечки-топы, белые и черные. Классика, которую легко сочетать с любым нарядом. Для молодых интересные модные модели – платье-майка. А на прохладную погоду пригодится лонг-слив с длинным рукавом, теплее. Июль, макушка лета. Смотрите, какой интересный сарафан мы нашли на сайте. А вот эта модель очень оригинальная и экстравагантная. Обтягивающий верх и широкие штаны. Штанины с запахом по бокам. Естественно, в интернет-магазине есть одежда для мужчин. Набор из 3 футболок. Есть разные комбинации цветов. Но я взяла белую, синюю и черную. Лето – это лето. И даже носки с оригинальными надписями. А в качестве домашней одежды рекомендую набор из длинной футболки с бриджами. Эта пижама называется «Вереск». И вы знаете мою любовь к полотенцам. Семья большая. Светло-коричневое полотенце для рук, для дома. А ярко-бирюзовую махровую салфетку унесу на работу. Нам часто приходится мыть руки. Сейчас любимый Василек можно найти и на Wildberries. Кстати, по промокоду POLY10 действует скидка 10% на ткани на отрез. Детали получились крепкие и плотные. Можно и на медведя ходить. Даю идею. Нашейте много таких заготовок, и в случае необходимости им всегда найдется применение. Используйте их в качестве наполнителя, утеплителя, при шитье подставок под горячее или коврика для уличной скамейки или качелей. Сегодня у нас операция утилизация. Используем самые бросовые материалы. У меня в работе кромки. Обычно швеи их отрезают и выбрасывают, а рукодельницам шить из неликвида самый интерес. Это как вызов. Сможем, не сможем. Работу начинаем с уголочка. У кромки один край плотный, обработанный. Он не сыпется. Шьем прямо по нему. Кромки узкие. Получается очень интересный рисунок из полосок.
На некоторых кромках могут быть фабричные отметки, пушистый край. Все это делает получившееся полотно очень живописным. По окончании работы все надо хорошенечко проутюжить. Да, в лоскутном шитье утюг – самый главный помощник. После этого заготовки надо промерить и подровнять, отрезать все лишнее. Размер получился 18 на 18 сантиметров. Из дополнительной ткани вырежем 2 квадрата размером 23 на 23 сантиметра и от каждого угла отложим по 2,5 сантиметра. Затем соединим эти точки и срежем уголки. Были квадраты, стали восьмиугольники. Затем возьмем полоски ткани шириной 3 сантиметра, длиной чуть больше 20. Сложим их вдоль пополам и пришьем этот кант к лицевой стороне наших больших деталей. Затем мы этот кант отогнем, расправим и отутюжим. Деталь согнем по диагонали и прошьем эти уголочки. Срежем лишнюю ткань, вывернем и расправим уголки. В получившиеся конвертики вложим наши красивые полосатики. Остается только все закрепить, прошить эти рамки на швейной машинке. Сначала сделаем 2 шва по периметру, а затем можно прошить еще и внутри, пройтись изогнутыми линиями. Девочки, я не стала вшивать петельку, так как планирую их использовать как подставки под кружку с кофе, и мне петельки не нужны. Ну, в общем, вы догадываетесь, какую фразу я сейчас произнесу. Девочки, дорогие мои, я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Сами видите, как из ничего, буквально из отходов, мы сотворили очень нужные и полезные вещички. И мусора на планете хоть немного станет меньше. Ну что, ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!